Как добавить текст с подчеркиванием в документ Word? Друзья, вы на канале Учите компьютер вместе с нами. Казалось бы, что может быть проще? Ведь в панели инструментов «Главное» уже присутствует кнопка подчеркивания. Но не все так просто. Посмотрите на экран. Здесь вы видите два примера, которые нам нужно получить. Давайте в первом примере удалим фамилию, имя и отчество сотрудника. Как видите, область подчеркивания осталась прежней. И текст, который следовал далее, также сохранил свое местоположение. Более того, теперь я могу здесь ввести инициалы совершенно другого человека. И все будет выглядеть как нужно. Вот такой прием оформления удобно использовать при создании бланков различных документов. Теперь давайте посмотрим, как это делается. Итак, строкой ниже начинаем вводить «Я», запятая, пробел. Теперь дальше по тексту расставим метки табуляции. Для этого слева от горизонтальной линейки выбираем метку табуляции «Выравнивание по левому краю». Если у вас внешний вид метки отличается от того, что вы видите у меня на экране, тогда кликаете по ней левой кнопкой мыши до тех пор, пока она не примет нужный вид. Еще раз убедимся, что курсор находится в нужной строке. Это важно, потому что метки будут выставляться именно для этой строки. Подчеркивание будет начинаться с той позиции, в которой сейчас установлен курсор. Первая метка устанавливается там, где должен начинаться текст. Есть. И вторая метка отмечает позицию, где заканчивается подчеркивание. Готово. Далее я нажимаю на панели инструментов кнопку подчеркивания, а затем два раза нажимаю на клавиатуре кнопку табуляции. Отключаем подчеркивание, запятая, пробел и вводим последующий текст. Собственно, фрагмент нашего бланка готов. Теперь можем ввести инициалы сотрудника. Ниже вы видите еще один пример. Как можно использовать данный прием? Посмотрите, у нас есть несколько реквизитов, которые нужно заполнить. И обратите внимание, что подчеркивание в каждой строке заканчивается строго на одном уровне. Здесь также без проблем можно удалять или изменять значение реквизитов. Давайте ниже добавим еще один реквизит, например, номер телефона. Телефон, пробел. Отмечаем на линейке метками табуляции начало текста и конец линии подчеркивания. Дальше нажимаем на панели инструментов кнопку подчеркивания и два раза кнопку табуляции на клавиатуре. Теперь можно вводить номер телефона. Вот и все, что я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.